Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. Расклад на неделю с 18 по 24 мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам сегодня выпадут карты и что интересного у вас произойдет. Итак, пока я перетасовываю первую колоду, основную колоду карт, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, если вам расклад понравился, если он вам подошел. Расклад у нас по дням недели, то есть на каждый день недели мы достаем по одной карте, соответственно, из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И смотрим на те комбинации карт, которые у вас получатся. Итак, Тельцы, неделя с 18 по 24 мая. Что ожидает Тельцов? Итак, начинаем мы с первой колоды. Это Таро неба и земли. Давайте посмотрим. Ой, простите, секундочку. Так, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая у вас есть здесь, это восьмерка пентаклей, карта человека такого труженика, который работает над чем-то, да, вполне может быть, что вы заняты в этот день работой. Вот понедельник у вас нацелен на выполнение какой-то задачи вашей рабочей, но вы, скорее всего, успешно это выполните, справитесь со всеми здесь вашими планами. То есть здесь занятость, которая приносит вам деньги. Также здесь может быть и какое-то мастерство, да, вы чему-то можете обучаться, чтобы лучше зарабатывать, больше зарабатывать, может быть, какие-то новые навыки приобрести, получить. То есть это в целом умение что-то делать. Причем не обязательно руками, хотя здесь изображен человек, который именно руками что-то делает. Но в любом случае это какая-то работа, которую вы выполняете как профессионал, и вам это действительно может приносить и хороший доход, потому что это успешная работа, успешная занятость. В целом, если говорить про эту карту, да, то это карта удачи также. То есть это карта, которая показывает, что здесь такая прибыльная материальная карта. Да, здесь же выпадает еще и башня. И вот здесь такой диссонанс есть, потому что по башне что-то может идти как будто бы не так, вразрез вашим планом. Но вы, тем не менее, по восьмерке пентаклей успешно справляетесь, даже несмотря на эти трудности. Хотя будут какие-то, может быть, ситуации спорные, сложные, какие-то ситуации, где что-то не совсем так легко происходит, как вы планировали, как вам хотелось. Вот, то есть возникают какие-то сложности, как препятствия на вашем пути, но вы с ними, скорее всего, справляетесь. Дальше идет король кубков, и вот король кубков очень такая эмоциональная карта, очень чувственная, она показывает человека, который преимущественно действует, исходя из своих эмоций, своих ощущений. Да, может быть, вы здесь таким образом себя ведете, а возможно, речь идет про человека водного знака зодиака, с которым вы здесь имеете какое-то значение, да, общение важное. Это раки, рыбы или скорпионы. Но в целом, вот мы общий расклад делаем, король кубков. Возможно, вы здесь будете по королю кубков очень любезно, очень элегантно, очень обходительно с другими людьми. Возможно, вы тут кубок какой-то поднимаете, что-то отмечаете или чему-то радуетесь тоже. И, возможно, поэтому здесь этот король кубков у вас выпадает, Тельцы. Также на вторник здесь же еще и десятка мечей. Вот у вас хорошая карта идет в комбинации почему-то здесь, да, с
чем-то плохим. Может быть, по десятке мечей здесь о том речь, что вы справляетесь здесь с какой-то стрессовой ситуацией, которая была в понедельник. То есть по десятке мечей, королю кубков вы удачно уходите от какой-то неприятности или какого-то конфликта и от этого бедствия. То есть хорошо его успешно завершаете, отворачиваетесь, уходите к чему-то. Вот здесь она к солнышку идет, да, чему-то более светлому, яркому, радостному, соответственно. И забываете ту неудачу, может быть, или сложности, которые были в понедельник. В среду тройка пентаклей, которая по тройке пентаклей показывает вашу, опять-таки, занятость в каком-то деле, в работе, и вы горите каким-то делом, какой-то задачей, у вас дальше очень много идет огненных знаков, король жезлов тоже, принцесса жезлов повторяется, показывающая вашу напористость, настойчивость в каких-то делах, когда вы готовы по тройке пентаклей с кем-то сотрудничать, делать важные шаги в каких-то важных начинаниях для вас новых. Вы можете получить помощь от огненного знака зодиака, либо помогать другому с тем рвением и энтузиазмом, которые присущи вот такой вот огненной стихии, с смелостью льва, да, и энергией этого короля жезлов, соответственно. То есть здесь можно говорить с этой тройкой пентаклей, что вы уверенно делаете то, чем вы занимаетесь, что вы уверены в том результате, который вы получите, и поэтому вы здесь по тройке пентаклей вот эту реальную работу, которую выполняете, да, со всей душой, со всей отдачей, соответственно, и очень целеустремленные, и очень нацеленные на этот успех в вашем деле. И король жезлов тут же еще в четверг, он тоже повторяется, и да, может показывать действительно общение с огненным знаком зодиака, да, тельцы. Но также и снова тройка пентаклей. Видите, как интересно получается. То есть в среду тройка пентаклей, король жезлов, в четверг король жезлов, тройка пентаклей. То есть похожая очень энергия в среду и в четверг. Какой-то работы и совместной работы, сотрудничества с другими. Может быть, помощи и поддержки вашей семьи, ваших близких. Может быть, человека огненного знака в вашем окружении. Здесь показана прямо семья, и они вместе ткут этот коврик. То есть вместе создают, созидают, вместе помогают, да, друг другу для достижения общей цели. И делают это с удовольствием. То есть работа, которую вы выполняете с удовольствием, с энтузиазмом. И принцесса жезлов в пятницу, она по сути тоже показывает вот этот энтузиазм и огненность, да, такую вот настроенность на достижение цели. Кстати, тоже может говорить про огненный знак зодиака и общение с таким огненным. Тут еще солнце выпадает, это карта льва. Да, может быть общение вот с такими огненными стихиями, огненным знаком, но также и вы здесь очень оптимистично настроены, очень позитивно настроены, четко, ясно видите свои цели, понимаете, что вам для этого нужно делать, какие шаги, соответственно, да, проделывать. То есть очень хорошее сочетание такого просветления, ясности и огня, которая есть и в Солнце, и в принцессе жезлов, достижение вашей цели. То есть вы с радостью делаете здесь какую-то работу, вы счастливы, что у вас получается, и в целом нацелены и настроены на процветание. То есть по большому счету вот 18 и 19 какие-то, такие сомнительные здесь, да, могут быть какие-то неприятности, но дальше 19, 20, 21 очень позитивные карты, и соответственно дальше 21, здесь 20, 21, 22, то есть вот 3 дня, да, такие хорошие карты. 20, 21, 22 и 23 у вас 23 в субботу рыцарь мечей, воздушная стихия. Кроме того, что это может быть общение с воздушным знаком, весы, близнецы или водолеи. Также здесь есть еще паж мечей, тоже воздух. То есть очень много идей, очень много разговоров, очень много решительных каких-то идей, которые вы выдвигаете. Могут быть по этой карте какие-то шансы, которые вы можете решительно, смело, там, со всей храбростью использовать. И по пажу мечей, соответственно, вы здесь можете узнавать также какую-то информацию, прояснять для себя что-то и действовать смело, когда вы эту информацию узнаете. То есть преодолевать какие-то препятствия, какие-то сложности, которые мешают вам достичь вашей цели. То есть вы здесь очень-очень решительно будете, да, как в бой
будете кидаться. Также идет дальше тройка мечей, и она выпадает у вас на воскресенье, на 24, соответственно, мая. Почему эта карта у вас здесь выпала? И она выпала с иерофантом. Могут возникать какие-то разногласия с близкими, да, нужно постараться их избежать. Также по иерофанту и тройке мечей, возможно, здесь какая-то неприятность происходит там в вашей, не знаю, семье, у родственников, и вам нужно будет включить всю свою мудрость или какую-то благоразумность, чтобы правильно подойти к решению какой-то ситуации. Может быть, здесь вас разочаровывает что-то, что идет вразрез там, вашим традициям или принятым каким-то нормам в вашей семье по иерофанту. Да, то есть что-то вас может немножечко расстроить или какая-то ситуация с человеком, имеющим отношение к вашей семье, допустим. Итак, дорогие мои тельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю с 18 по 24, соответственно, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и берегите своих близких. До скорого.